Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября до конца месяца. И сентябрь в целом – это месяц ясности. Вот давайте с вами раскроем карты, позволим картам нам показать развитие последовательности событий, теми событиями, вот, собственно, которыми вам придется заниматься. Давайте узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая – это карта Ленорман. Мы достанем с вами 4 карты. Что же скоро случится, произойдет? С чем будут связаны события ближайших дней, в эти 10 дней? Или, если сказали месяц ясности, какие основные темы, вехи в вашей жизни, чем придется заниматься, как подсказка, чему больше, может быть, по времени уделять внимание? Итак, что произойдет? Чего ждать, собственно говоря? И вторая колода Таро. Колесо года. Все циклично, мои дорогие. И такое я предполагаю, что могут возвращаться люди. Вот если мы говорим, кто или что спешит в вашу жизнь. Мы сейчас с вами как раз и узнаем, с чем это будет связано. Но здесь могут быть некоторые возвраты, причем это планетарно. Я попутно приглашаю вас на свой сайт прочитать гороскоп, астрологический прогноз на сентябрь. Подсказок явно будет больше, и ссылка будет в описании под видео. Ну так вот, кто что спешит. Могут нам вернуть какую-то историю или на доработку, как будто мы должны подвести итоги. Ну, а может быть, это будет связано с тем, что вот какой-то конкретный человек возвращается, а с человеком какой-то вопрос. Совсем не обязательно, повторюсь, что это будут те персоны, ну, которых вы, может быть, хотели видеть. Итак, что спешит? Ну, или кто? Чего ждать в целом? Неожиданности. В чем ваша фортуна, мои дорогие овны? И давайте посмотрим энергию по основным сферам жизни. Первое, как энергия любви, личная жизнь. Энергия денег на эти 10 дней. И энергия ваших достижений. Ну, у кого-то документы, у кого-то учеба, у кого-то банально работа. Давайте будем узнавать вот такие знаки судьбы. Карта ребенок. В колоде Ленорман это всегда как начало чего-то нового. Для кого-то из вас именно взаимодействие с вашими родственниками, может быть, домочадцами, я имею в виду те, которые моложе вас. Дети, внуки, тут у кого что. Но иногда это просто само по себе дело. Когда мы решили, что теперь вот будем уделять внимание чему-то именно в плане достижений больше. Здесь пики нам показаны, да, и пики или мечи, как мы называем в Таро, это интеллект. Это такое критическое осознанное мышление. Мы тут что-то переигрываем, перестраиваем, реструктурируем и понимаем. Одновременно можем от чего-то отказываться, потому что видим нецелесообразность. И мы идем в будущее, по сути дела. С ребенком характеризуется будущее. Вот такой знак судьбы. То есть, о чем нам хочет сказать карта? Овен, смотри на пару шагов вперед. Занимайся только тем, что на перспективу. Или себе задавать вопрос. А лет через 5 для меня будет это актуально. Перед тем, как взяться за какую-то тему. А через год, а через полгода, а через месяц. Поверьте, когда мы начинаем так вот от обратного себе задавать вопросы, мы точно знаем, куда мы не пойдем. Или что нецелесообразно, что не будет служить продолжением. Видимо, не терять времени даром. Вот такое тоже нам говорят. Следующий, как знак судьбы, правда, у вас, посмотрите, Ленорман всегда именно энергетику общую описывает, да, или конкретное событие. Конкретное событие – это вот как новая новизна, элемент новизны, ну или, как я говорила, там дети, внуки, у кого-то и так проигрывается. Корабль. С одной стороны, это один из символов Меркурия, и, мои дорогие, перемены нужно какие-то принимать, потому что это тоже перемены. И Меркурий – это планета-управитель и близнецов, и девы. И вот как раз у нас практически, ну, до 21 числа, то есть немножко с заходом на эту декаду, Солнце в Деве, критическое мышление, и 21-го солнечное затмение. Это какая-то кульминация по тому вопросу,
когда вы с чем-то разбираетесь или что-то проясняете. Может быть, для кого-то это будет буквально связано с переездом. И если мы говорим о знаке зодиака Близнецы, у нас сейчас Уран в Близнецах. И пусть вы под знаком зодиака Овен. Перекладывайте правильно эту энергию. Уран в Близнецах или где-то взаимодействие, скажем так, да, Уран, Меркурий. Кстати, Уран в Близнецах себя чувствует очень комфортно. Поэтому перемены очень быстрые, стремительные. Если мы спросили даже, ну, что спешит вашу жизнь, а тут ведь правда что-то может спешить. Какие-то вопросы могут ускоряться. Но Уран, мы знаем, это всегда какие-то революционные инновации, перемены сами по себе. Может быть, у кого-то это касается работы, у кого-то вы задумаетесь о перемещении, смене места жительства. Перемены могут быть и на работе, по месту вашей службы или работы, занятости. Тоже вам придется что-то учитывать. Опять же, переделывать, перестраивать. Но возможности, мои дорогие, как будто этот корабль нас зовет вперед. Исполнение желаний. Очень добрая карта. Следующее. Ну, правда, само по себе благополучие. Одна из таких, знаете, очень важных карт в Ленорман – клевер. Это когда клевер выпадает, говорят, что вот этот период жизни, даже если там какие-то турбулентности или какие-то непонятки, все равно все хочет кончиться благополучно. Само по себе благополучие вы отстраиваете. Вопросы дома, вопросы финансов не случайно бубнам соответствуют, да? Причем шестерка бубнов, а 6 – это всегда победа. Возможно, вам придется так вот детально с новым подходом заниматься финансовыми темами. И это может быть связано как и с домом, ну, так и с вашей работой или вашей занятостью. Но чем бы вы тут ни занимались, продуктивный период времени и как знаки судьбы, да, шикарно, правда. Добрая энергия до конца сентября. Я должна сказать, астрологически это тоже совпадает. И рыбы. Нам, как богатый улов, да, мы можем и так это трактовать. Опять же, бубны. Тут многое будет в ваших руках, многое будет зависеть от ваших решений, от того, как вы, может быть, да, первая карта ребенок у нас, не застрянете в прошлом, что я подразумеваю. А когда вот именно на перспективу, ну, может быть, себя так организуете, продумывать любое занятие, даже самое банальное, рутинное. Мне этим сейчас нужно заниматься или нет? Некоторый элемент осознанности. Почему так говорю? Не потерять время даром. Ведь рыбы сразу в себе включают разные понятия, но, пожалуй, основные – это вопросы финансов, да, деньги, конкретно поэтому и бубны. И второе направление – это перемещение, переезды. И тут у каждого по-своему. Возможно, этот период активный, я уже где-то об этом говорила. Но это не сама по себе какая-то метусня или вот, ну, какие-то лихорадочные действия. Нет, это продуманные действия. Может быть, если недалекие какие-то, да, перемещения, ну, к примеру, по инстанциям, или это нужно по работе, прояснить что-то по документам в банках, какие-то важные бумаги, может быть, подписать, да, или это будет касаться, когда действительно у кого-то на кону более так глобальный переезд. Ладно, что спешит в вашу жизнь или кто? Королева Пентаклей. Вы знаете, добрые люди спешат в целом в вашу жизнь. Люди надежные. Конечно, стабилизация, все же стабилизация любых ваших тем, задач, то, что вы хотите осуществить. И месяц ясности, я сказала. Вот как раз по королеве Пентаклей тут не просто ясность наступает, а такая вот и осознанность, и в сторону благополучия. Зачем я это делаю? Зачем я буду этим заниматься? И даже если какой-то хаос вокруг, я всегда говорю, королева Пентаклей единственная карта в колоде. Это, знаете, олицетворение человека, который и из любого хаоса умеет отстроить порядок. Поэтому вам придется что-то организовывать. Может быть, у кого-то будет напрямую связано с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или, в принципе, люди надежные. Ну и для вас, я должна сказать, будет очень важно, ну вот, вокруг себя сформировать надежное окружение. Пусть это будет один-двое человек, немного, да. Не то, что много связей каких-то, контактов. Ну, знакомых у нас много, может быть, да, сколько угодно, но тем, кому мы доверяем.
или те, которые нас принимают искренне, с кем мы можем найти взаимопонимание, на кого мы, может быть, и сможем рассчитывать где-то так. Это тоже все проходит по этой карте. Но и значит, мы спросили, что спешит или кто спешит, и персональная карта. Ну вот, значит, вам судьба будет вас сталкивать с такими людьми. А я должна сказать, весь сентябрь ничто не происходит просто так. Если какое-то знакомство, контакты зарождаются, значит, скорее всего, этот человек вам зачем-то нужен. А вы нужны ему, да, взаимообмен. Но точно так же и с какими-то событиями. Если мы сталкиваемся, значит, нужно упорядочить. Но для вас это очень хорошая карта стабильности и осуществления своих планов, намерений и целей, потому что королева Пентаклей умеет сказку сделать былью. Сначала сказка в ментальности, а потом она ее перекладывает на практику. Она надеется сама на себя. Ладно, следующая карта неожиданности. С чем это может быть связано? Я не могу сказать по восьмерке Пентаклей, что тут какие-то неожиданности. Ну, разве что. Это работа, много работы. Вот, может быть, вам и придется детализированно заниматься каким-то проектом. Или, в принципе, вот много работы, какой-то активный период. Но больше по восьмерке Пентаклей, это, знаете, когда мы, ну вот не случайно карта ребенка, мы можем и одновременно работать, и что-то изучать. У кого-то и процесс обучения, может быть, прохождение каких-то курсов, может быть, и онлайн, но и одновременно еще и работу мы не бросаем, да, то вот какая-то многозадачность может быть. Но тут, наверное, определенный себе составить нужно таймлайн, потому что мы должны все успеть, работы будет много. Может быть и рутина, это не есть мы как будто с одного места быстро перескакиваем на другое. Нет, это профессионал, это тот, который буквально кует свое счастье. Вот подкова, символ счастья. И это карта продвижения. Она говорит о том, что вы уже сейчас достигли какого-то уровня, и наступил момент переходить на другой, более высокий, ставить перед собой более высокие задачи и цели. Для кого-то конкретно карта подсказывает, и может быть как неожиданность, вы решите строить карьеру. Для кого-то денежная тема, приход денежный или решение каких-то финансовых вопросов, может быть даже, я допускаю, мы все разные, нужно срочно решить, закрыть, может быть даже, какую-то, ну, финансовую тему, и у вас это получится. Вы сумеете, ну, можно сказать, выкрутиться даже из любого положения. Ладно, давайте узнаем, а в чем же ваша фортуна. Сама фортуна вообще волшебна. Старший аркан. И вот это колесо нам означает то, что сейчас вот это колесо истории вашей судьбы, оно идет наверх. Мы понимаем, если говорим о цикличности, сначала колесо как бы идет наверх, достигает пика, а потом неизбежен спад. Вся жизнь наша так построена. Вот у вас очень хороший, благополучный период жизни. Вы можете что-то совершить для себя очень существенно важное, судьбоносное. Это будет связано и с внешними событиями, или с людьми, договоренностями, с финансами. Вот само по себе, как по карте клевер, ну или даже по карте рыбы. Тут могут быть даже какие-то планы, может быть и так, которые ранее казались невыполнимыми, а сейчас вам как судьба возвращает возможность. Вы вдруг это можете увидеть. Или в каком-то отложенном давно проекте в дальний угол стола вы вдруг вспомните и поймете, о, вот сейчас именно время, вот теперь пора. И не упустите времени. Значит, еще такой момент, если мы говорим, в чем ваша фортуна. Все же отчасти это карта скорости, когда нам приходится быстро переключаться на что-то. Может быть, и вам, мои дорогие овны, ну, будет какая-то задача, которую нельзя отложить на потом. В этом тоже ваша фортуна. А если, скажем, я подумаю завтра уже будут другие энергии. Завтра не получится. Может быть, проанализировать-то, конечно, нужно. Но вот взять себе, знаете, как 15 минут и именно разложить по полочкам какую-то ситуацию или тему. Буду заниматься и в каком ключе. Ну, вот такие вот подсказки. Хорошо, энергия любви. Что-то ускоряется. Посмотрите, восьмерка. Тут именно самые важные темы. Восьмерка ведь это у нас
где-то перевернутая лимниската и символ бесконечности. Это то, что на перспективу. Две карты, как и по работе, по деньгам. Ну и жезлы это тоже, откуда приходят деньги или каким образом вы зарабатываете. Ну и все наши достижения. Да, карта говорит о том, что может быть неожиданное известие, новость, связанная, может быть, с конкретным человеком. Может быть, и вам куда-то придется отправиться. Кстати, все то, что я сказала по колесу фортуны, в смысле именно скорости эта карта добавляет, что да, не теряй времени даром. И если нужно, вот быстро собраться, буквально подпоясаться и переключиться на что-то. Или буквально отправиться куда-то налегке. Значит, это нужно сделать. Это вам каким-то образом помогает. Для кого-то из вас быстрое развитие событий, может быть, какие-то по личной жизни вопросы вам удастся уладить быстрее, ну и где-то проще. Больше организации. Будьте внимательны к финансам. Аркан-отшельник не совсем про деньги. Может быть, хотя у вас как раз про деньги не одна карта уже нам сказала. Но я бы не сказала, что в этот период мы их тратим. Отшельник – это дервиш, тут которому деньги в принципе не важны. Это мудрец. Его нельзя склонить к чему-то. И я могу так косвенно предположить, вас могут уговаривать, ну, может быть, сделать некоторые вложения или проучаствовать в каком-то проекте. Отшельник, его, знаете, как сложно уговорить, так сложно его расстроить или купить налезть. Вообще, как бы вот, да, на какую-то фразу или, ну, какой-то восторженностью, каким-то пафосом взять его на эмоции, и он на что-то уже согласился. Нет, мудрец, философ, он на все смотрит беспристрастно. А мне это нужно. А для меня это имеет значение на перспективу, опять же, карта, потому что это наш жизненный путь. Слушайте интуицию, мои дорогие. Но я не могу по этой карте сказать, то есть планировать хорошо, а вот на финансы выпадает эта карта, что мы буквально достали деньги из кармана и за что-то заплатили, если это сумма, к примеру, существенная. Скорее всего, нет. Тут нужно будет что-то проанализировать мудро. Время мудрых решений. Ваши достижения точно время мудрых решений, опять же, и карта мудрости, и карта одновременно молчания, когда мы никому ничего не обещаем, кстати. Мы не выносим вердиктов, мы не говорим кому-то однозначно, знаете, так вот, словно наотмашь, да, или кому-то нет, или такого не может быть никогда. Мы просто молчим, мы наблюдаем. Вот на ваши достижения есть как будто такой пункт в вашей жизни, когда вам нужно еще что-то проследить, пронаблюдать или посмотреть, как разовьются события до какого-то максимума, мои дорогие овны. Почему нет? Мы иногда торопимся, а потом думаем, да, елки-палки, лучше бы посидела спокойно и действительно наблюдала и анализировала, как это все, во что это выливается, во что это складывается. Вот по части достижений, ну, не время форсировать, время именно строить благополучие, как более фундаментировать, вот, видимо, так. А если, или ускорять самому, вот, кстати, мои дорогие овны, две карты скорости, но ведь обе, они не говорят, что это вы себе как волшебного пенделя даете, ну, я надеюсь, меня правильно понимают мой сленг. Ну, то есть мы сами ничего не ускоряем, но будем готовы к тому. Пространство, Вселенная, судьба, как знаки судьбы. Тут действительно что-то может ускориться, что-то в скоростном каком-то режиме может решаться. Или когда вам куда-то надо будет поспешить. Но это не от вашей инициативы, а потому что либо обстоятельства так сложились, либо вы получили какое-то известие, либо, ну, складывается какая-то обстановка, и вы понимаете в моменте здесь и сейчас, вот да, именно прямо сейчас. А если завтра отложу, то будет поздно. А так анализируем, храним молчание и слушайте интуицию. На ваши достижения она у вас будет работать великолепно. Ну и, конечно, Верховная Жрица – это та, которая все знает. Даже если вы с кем-то не согласны, мои дорогие, храните молчание. Может быть, вы уже и видите, что некоторые персоны, вот, к примеру, хочется сказать, да, стремятся в вашу жизнь, кто или что спешит. Люди надежные. Вы, может быть, и причесываете свое окружение, понимаете, нет, некоторым я точно не могу доверять. Некоторых я даже видеть не хочу.
Примите во внимание, не говорите им об этом. Храните молчание. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. Ну, вот такой расклад получился интересным. Буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием читаю. Не всегда, правда, успеваю отвечать. Надеюсь на понимание. Но вы мое вдохновение. Это я говорю искренне. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.